Сегодня в CS2 стартовал долгожданный второй сезон в режиме премьер. По такому случаю, естественно, вышло крупное обновление, которое весит около гигабайта. Что же в него добавили и какие секреты оно скрывает? Постараемся сегодня разобраться. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы. От обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Ну что же, начнем мы, разумеется, с изюминки сегодняшнего обновления, а именно начало второго сезона в режиме премьер, в котором не просто обнулили рейтинг и поменяли цифру, а добавили больше мотивации играть в данный режим. Ведь теперь помимо рейтинга мы получаем памятную медаль за каждый сезон, которая не просто является сувениром, а хранит в себе статистику завершенного сезона. И сегодня те, кто имел рейтинг в первом сезоне, получили ее в инвентарь. К моему приятному удивлению, сама медаль, которую показали на анонсе, на деле же при осмотре выглядит намного лучше. И у меня закрадывается мысль о том, что они их либо чуть переделали, или показали нам тогда предварительный вариант, так как некоторые элементы выглядели так, словно и вовсе не смоделированы. На это также указывает то, что разработчики в своем репертуаре и на анонсе наложили их на фон при помощи зеленого экрана. Но есть, ребята, и неприятные новости. В вашем мини-профиле она, к сожалению, выглядит максимально убого. Однако медаль второго сезона будет выглядеть более гармонично с двоечкой. Так помимо этого, у всех она будет разная в зависимости от вашего ранга и количества ваших побед. За каждые 25 побед будет заполняться одна полоска цветом, который будет соответствовать вашему рангу. Всего полос на медали 5, а значит при наличии 125 побед вы полностью окрасите свою медаль. Кстати, смотрите внимательнее, так как я походу единственный, кто демонстрирует ее вам прямиком из игры. Также второй сезон обновил основной пул карт. Наконец-таки карта Train заменила Vertigo, и отныне каждый сезон будет длиться 6 месяцев, и по всей видимости разработчики будут корректировать список карт каждый новый сезон. Кстати, занимательный факт: таблица лидеров режима премьер теперь имеет тег, связанный с операцией, точно так же как и магазин Арсенал, который тоже использует данные теги. И возможно, это потому, что разработчики при переделке некоторых элементов CS2 задействуют что-то старое, либо же в будущем Арсенал и сезоны синхронизируются и будут выдавать нам общий контент каждые полгода вместо привычной нам операции. Но не только изменения произошли с режимом премьер. Помимо него, также снизили цену на М4А4. Теперь она стоит 2900. Ну а Фамасу улучшили точность разброса, и он также получил снижение цены до $1950. А вот МП5SD, МП7 и МП9 наоборот снизили точность разброса. Также изменения не обошли АУК и СГ, которые получили новый внешний вид прицела и возможность менять цвет точки. И в этом же обновлении добавили динамическое расширение радара, что выглядит весьма неплохо, и изменили порядок гранат в интерфейсе за наблюдателя. Ну а иконки C4 увеличили яркость в все том же пользовательском интерфейсе. Не обошли стороной разработчики также и баги игры. Добавили резервную логику, позволяющую воспроизводить
воспроизводить сломанные демозаписи матчей, которые, по всей видимости, ломались при краше сервера. Исправили также эксплойт, из-за которого игроки могли использовать вторичный выстрел с револьвера R8 и потом продать его обратно. Ну и сводки контр-стрейфов теперь доступны в лог данных игрового сервера, в дополнение к логу консоли. И, наконец, то, о чем разработчики не поведали в официальном списке изменений. Баг на возможность изменять файлы игры и заходить на официальные сервера наконец-таки пофиксили. Причем отдаю должное разработчикам. Они сделали это максимально правильно. И на этом, пожалуй, все. На самом-то деле, я планировал подушнить о том, каким образом реализованы медали и статистика премьера, но наткнулся на кое-что занимательное, которое требует больше времени на изучение. Так что всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!